Новые заявления Дональда Трампа о Путине, Иране, санкциях и озере Америка. Полгода войны США с Ираном. Мира по-прежнему нет. А Ормузский пролив становится главным предметом торга. В Непале после смертоносного паводка угроза нового прорыва. Смерть Радка Младича. Реакция на Балканах. Секретный визит главы ЦРУ в Москву обрастает новыми подробностями. Какую оценку войны Джон Рэдклифф передал российским спецслужбам и почему выводы американской разведки оказались для Москвы неутешительными? И Rheinmetall ускоряет гонку дронов. Новый центр и сотни миллионов евро инвестиций. Почти 2 триллиона евро. Слишком много. Германия и еще 5 стран ЕС требуют урезать будущий бюджет Евросоюза на сотни миллиардов. Но экономить предлагают не на безопасности. Оборону и поддержку Украины называют приоритетами. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В овальном кабинете президента США Дональда Трампа дважды спросили о возможном нападении России на страны НАТО. Оба раза он ответил уверенно. Путин атаковать территорию Альянса не собирается. При этом Трамп сослался на свои переговоры с ним, но не стал уточнять, давал ли Путин такие гарантии напрямую. Господин президент, почему Путин согласился или взял на себя обязательство не нападать на территорию НАТО? У меня были хорошие переговоры с ним. Он не собирается нападать на территорию НАТО? Вы накажете Путина или Россию, если они продолжат... Зависит от обстоятельств. Пока, я считаю, Россия ведет себя достаточно хорошо в том, что касается Ормузского пролива. И нужно понимать, все, что делают они, делаем и мы. Знаете, кто-то говорил о Китае. А как же Китай? Мы слышим, они за нами шпионят, но мы тоже за ними шпионим. Так это и работает. Появились сообщения, что Владимир Путин на следующей неделе встречается с президентом Ирана, чтобы обсудить ядерное соглашение. Есть ли в администрации, в Белом доме опасения, что эти страны не воспринимают экономические меры всерьез и продолжат вести дела друг с другом? Ну, они ведут бизнес. Например, иранцы сейчас даже не платят своим военным. Они в очень тяжелом положении. Возможностей у них осталось очень мало. А прошлой ночью мы провели через пролив 24 судна. Мы постоянно проводим их через пролив. Я говорю об этом совершенно открыто. Это не означает, что мы закончили с военными действиями. Но пролив открыт. Как вы знаете, Ормузский пролив открыт. Мы контролируем ситуацию и осуществляем блокаду. Иран ничего не получает, ничего не проходит. Почему тогда не ввести санкции против китайских банков, которые продолжают вести бизнес? А кто сказал, что я этого не делаю? Вы спрашиваете, почему нет? А кто сказал, что нет? Вы не знаете, что именно я делаю? Я не обязан объявлять обо всем заранее. Господин президент, с какими еще лидерами вы разговаривали в рамках этой кампании давления, чтобы убедить их разорвать связи с Ираном? Об Иране особо ни с кем разговаривать. Мы не хотим с ними разговаривать. Мы не стремимся к встрече или чему-то подобному. Пролив открыт. Мы проводим через него множество судов. Миллионы и миллионы баррелей нефти ежедневно проходят через пролив. Другие страны это понимают. Время от времени они открывают огонь, делают несколько выстрелов. Мы полностью очистили пролив. У нас лучшие в мире средства разминирования, в том числе подводные. Мы полностью очистили пролив от мин и очень внимательно следим за ним с помощью космических сил. Это, кстати, одно из моих достижений, одно из многих. Мы наблюдаем за каждым участком пролива. Если туда заходит судно с миной, мы его видим и выводим оттуда. Мы уводим его в пустынную зону. Также в этот день Трамп объявил о переименовании озера Онтарио в озеро Америка и подписал соответствующий указ. И, наконец, думаю, это главная причина, по которой мы сегодня здесь. Мы меняем название озера Онтарио. С немедленным вступлением в силу оно будет называться озером Америка. Это произойдет прямо сейчас, когда я подпишу указ. Хотите что-нибудь добавить? Да, господин президент. Это простой, но важный указ. Он поручает министру Бергому и Министерству внутренних дел обновить информационную систему географических названий, чтобы озеро, ранее известное как озеро Онтарио, отныне называлось озером Америка. Большая часть объема воды этого озера находится в Соединенных Штатах, как и его самые глубокие участки на территории США. Так что это название будет отражать все хорошее, что есть в американской жизни. Большое спасибо. Мы подали все необходимые бумаги, документы. Все, что требовалось. Мы уведомили всех, кого должны были уведомить. То есть мы сделали все необходимое. И теперь это официально и вступает в силу немедленно.
Есть вопросы? Видео, которое вы опубликовали вчера, где вы зачеркиваете озеро Онтарио и пишете озеро Америка, посмотрели около 30 миллионов человек, а возможно и больше, во всех социальных сетях. Какой сигнал вы посылаете Канаде этим сегодняшним решением? Почему это так важно? Интересный вопрос. Никакого сигнала. Как вы знаете, Канада уже очень давно наживается на нас в торговле. И, к сожалению, даже в военной сфере. Мы защищаем Канаду бесплатно. Мы ничего за это не получаем. Они не платят нам за свою защиту, но мы их защищаем. И они это понимают. Например, мы закупили ледоколы, которыми они хотели бы пользоваться, и у нас появится 11 совершенно новых ледоколов. Они хотели бы ими пользоваться, потому что ни за что не платят. Они хотят, чтобы к ним относились как к штату. Но они не штат, хотя хотят, чтобы к ним относились именно так. Мы больше не можем этого позволять. В среднем за последние 15 лет мы теряли по 60 миллиардов долларов в год, фактически содержа Канаду. Так больше продолжаться не может. Мы любим народ Канады. Но я не думаю, что их представители должным образом выполняют свою работу. Может быть, они изменятся. Я действительно не знаю. Это уже не так важно. Но вся эта история с Канадой продолжается десятилетиями, и этому нужно положить конец. Поэтому мы введем существенные пошлины на автомобили, которые они поставляют сюда, потому что мы хотим производить автомобили здесь. Пусть они производят свои автомобили, если хотят, и продолжают делать машины для Канады. Но мы не хотим, чтобы они производили автомобили для Соединенных Штатов Америки. Все очень просто. То же самое касается многих других товаров. А переименование в озеро Америка — это то, о чем я вообще-то думал уже давно. Как вы знаете, мы взяли то, что называлось Мексиканским заливом, и переименовали его. Теперь его уже вполне привычно называют Американским заливом. Так что, если подумать, у нас есть залив и есть озеро. Теперь нам не хватает только океана. Так что, возможно, придется переименовать Атлантический или Тихий океан. Может быть, стоит изменить подход и перестать так поступать с союзниками Америки? Но дело в том, что они сами относились к нам не очень хорошо. Канадские чиновники относились к нам очень плохо. Это неприятные люди. Они облагают наших фермеров 100% пошлинами. Они делают это уже давно. В свой первый срок я с ними разобрался, принял довольно жесткие меры. И ситуация начала улучшаться. Потом выборы были сфальсифицированы. А теперь я вернулся и довожу начатое до конца. Но они относятся к нам очень плохо. Канада обращается с нами очень плохо. Я бы сказал, хуже всех стран. Как вы знаете, через пару недель к нам приезжает председатель Си. Мы имеем дело со множеством людей. И меня часто спрашивают, с кем хуже всего иметь дело в вопросах торговли? Я отвечаю, это просто, с Канадой. Они хуже всех. Они считают, что им все должны, и мы больше не можем с этим мириться. Полгода войны, которую Дональд Трамп когда-то называл «небольшой вылазкой». 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали удары по Ирану. В Вашингтоне рассчитывали на быструю кампанию. Спустя 6 месяцев Иран не капитулировал, боевые действия продолжаются, а движение через Ормузский пролив, один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью, остается серьезно нарушенным. Именно Ормуз стал одной из главных линий этого противостояния. Уже в первые дни иранские военные передавали судам предупреждение. Проход через пролив запрещен. Затем последовали американские удары по иранским кораблям и минным заградителям, атаки на торговые суда и взаимные захваты кораблей. Сейчас мы ведем переговоры. Было бы здорово, если бы нам удалось договориться, но они должны открыть пролив. Они должны открыть пролив Трампа, я имею в виду Ормузский пролив. Весной стороны несколько раз пытались остановить эскалацию. В апреле Иран временно разрешил проход коммерческих судов, однако американская морская блокада сохранилась. В июне Вашингтон и Тегеран объявили о договоренности. Трамп распорядился снять блокаду, и первые танкеры снова пошли через пролив. Но передышка оказалась недолгой. Я призываю стороны, откройте пролив, дайте судам пройти, никаких сборов, никакой дискриминации, пусть торговля возобновится, дайте мировой экономике снова дышать. Уже в конце июня американские военные снова атаковали Иран после удара по торговому судну. В июле последовала новая серия американских ударов. Центральное командование США сообщало примерно о 140 пораженных военных объектах. Иран отвечал ракетами и беспилотниками, а власти вновь объявляли Ормуз закрытым. Для Тегерана пролив фактически превратился в главный инструмент давления. Через него проходит нефть стран Персидского залива, и любое ограничение движения быстро отражается на поставках и ценах далеко за пределами региона. Они говорят, мы только сейчас поняли, что ваша атомная бомба — это Ормузский пролив, а до сих пор мы искали что-то другое. Мир понял, что Иран силен. Возможно, именно это и стало нашей самой большой победой. Последняя попытка найти компромисс идет через Оман. Тегеран обсуждает временный маршрут для торговых судов,
однако подчеркивает, это еще не означает полного открытия Ормузского пролива. За полгода изменилась и американская тактика. После нескольких раундов ударов Вашингтон вновь делает ставку на экономическое давление. По данным Reuters, госсекретарь Марко Рубио говорил союзникам, что новых американских атак в ближайшее время, вероятно, не будет. Цель теперь – усилить санкционное давление на Тегеран. Но и здесь результат не гарантирован. Один из крупнейших покупателей ближневосточной нефти, Китай, оказался лучше подготовлен к перебоям, чем многие другие азиатские экономики. Пекин годами расширял поставки по суше, накапливал нефтяные резервы и вкладывался в электромобили и возобновляемую энергетику. По оценкам, запасов Китая может хватить примерно на 7 месяцев замещения поставок через Ормуз. Таким образом, через 6 месяцев ни военная кампания, ни переговоры пока не дали окончательного результата. Иран не отказался от контроля над ключевым морским маршрутом. США сохраняют военное присутствие в регионе, а обещанная быстрая война перешла в затяжное противостояние без понятной даты окончания. Через 2 дня после разрушительного паводка на границе Непала и Китая возникла новая угроза. Поток льда, камней и грязи перегородил горные реки. Выше по течению образовались озера, которые могут прорваться. Власти предупреждают жителей и спасателей не приближаться к берегам. На китайской стороне одно из таких озер уже переполняется. В ближайшие 3 дня в него могут поступить еще около 3 миллионов кубометров воды. Китайские специалисты предупреждают, риск прорыва растет, наиболее опасный период ожидается в ближайшие дни. Тем временем спасатели продолжают разбирать последствия катастрофы 26 августа. Тогда высоко в Гималаях обрушилась часть ледника вместе с огромной массой горной породы. Лед, камни и грязь попали в речную систему и вызвали мощный паводок, который за считанные минуты прошел по долинам Непала и Тибета. Масштаб разрушений теперь хорошо виден на спутниковых снимках до и после. Исчезли мосты и участки дорог, здания оказались смыты или погребены под толстым слоем ила. Некоторые населенные пункты остаются отрезанными. Число погибших, по последним сообщениям, превысило 390 человек. Свыше 1000 остаются пропавшими без вести. Среди них сотни иностранцев. Этот район находится на популярном маршруте между Катманду и Тибетом, которым пользуются туристы и паломники. В Непале поиски ведутся с земли и с воздуха. В завалах работают спасатели с собаками, тяжелая техника расчищает дороги. В отрезанные районы вертолетами доставляют продукты и медикаменты и вывозят пострадавших. Причины обрушения еще изучают. Спутниковые данные указывают, что вниз сошла не только масса льда, но и часть горной породы. Теперь главная опасность – вода, которая продолжает скапливаться за естественными завалами и может вызвать новый паводок. В Гааге умер Ратко Младич, бывший командующий армией боснийских сербов, приговоренный к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Ему было 84 года. Младич умер в заключении ООН, где в последнее время находился в больничном отделении. Его смерть подтвердили представитель ООН и адвокат. Генеральный секретарь принял к сведению сообщение о смерти Ратка Младича, бывшего командующего вооруженными силами боснийских сербов. Господин Младич отбывал пожизненное заключение после того, как был признан виновным в геноциде, преступлениях против человечности и нарушениях законов и обычаев войны. Этот приговор был вынесен Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в 2017 году. Обвинительный приговор и назначенное наказание были подтверждены Апелляционной палатой Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в июне 2021 года. Эти судебные решения являются окончательными, а установленные ими факты стали частью исторической летописи. Генеральный секретарь вновь призывает всех, кто занимает властные позиции, не отрицать тяжесть преступлений, по которым были вынесены судебные решения. Он решительно осуждает любые попытки отрицать геноцид в Сребренице как исторический факт, а также любые действия, прославляющие тех, кто был осужден международными судами за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Привлечение виновных к ответственности остается необходимым условием для прочного мира, доверия и примирения в регионе. Организация Объединенных Наций по-прежнему полностью привержена поддержке усилий, направленных на обеспечение ответственности и справедливости для всех. Младич был одной из ключевых фигур войны в Боснии в 1992-1995 годах. Под его командованием силы боснийских сербов вели многолетнюю осаду Сараева. Международный трибунал также признал его виновным в геноциде в Сребренице. В июле 1995 года, после захвата этого анклава, были убиты не менее 8 тысяч боснийских мусульман, мужчин и мальчиков. Тела погибших хоронили в массовых могилах, а часть останков позднее перезахоранивали, пытаясь скрыть следы преступления. Обвинения против Младича выдвинули еще в 1995 году, но почти 16 лет он скрывался. В 2011 его задержали в Сербии и передали в Гаагу. В 2017 году трибунал приговорил его к пожизненному заключению.
Апелляцию окончательно отклонили в 2021. В последние годы здоровье Младича резко ухудшилось. Его защита неоднократно добивалась досрочного освобождения по состоянию здоровья. Однако суд отказывал. После смерти Младича власти Нидерландов начали предусмотренную законом проверку. А механизм ООН распорядился отдельно расследовать обстоятельства его смерти. После смерти Радка Младича нам не стоит радоваться его смерти, потому что этим не исправить все зло, которое он причинил не только нам, но и своему народу. Война не приносит добра ни одному народу. Поэтому мы должны извлечь из этого урок. Он был преступником, осужденным за геноцид. После Младича остается его мечта о несуществующем государстве. Государстве Краина. Остается то, что он сделал в Боснии и Герцеговине. О нем останутся только плохие воспоминания. Но остается и боль, которую уже невозможно обратить вспять, потому что речь идет о человеческих жизнях. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время закрытого визита в Москву представил российской стороне оценку американской разведки о ходе войны против Украины. Как пишет The New York Times со ссылкой на действующих и бывших чиновников, выводы для Москвы были неблагоприятными. Продолжение войны может еще больше ухудшить военное и экономическое положение России. По данным издания, эту оценку Рэдклифф изложил директору ФСБ Александру Бортникову. При этом угроз или условий он не выдвигал, а заявил, что Москва, по его мнению, должна перейти к серьезным переговорам о завершении войны. В ЦРУ также давно допускают, что российское руководство может получать неполную картину реального положения на фронте и потерь. Отдельно американские СМИ сообщали, что во время поездки Рэдклифф предостерег Москву от возможных атак или провокаций против стран НАТО. Российская сторона это отвергает. В Кремле заявили, что глава ЦРУ встречался с представителями российских спецслужб, но не с Владимиром Путиным. Глава СВР Сергей Нарышкин позже подтвердил переговоры и назвал встречу рабочей. Вашингтон хочет, чтобы Европа сама взяла на себя основную роль в обороне континента. В Пентагоне примером называют Германию. Элбридж Колби заявил, что страна быстро наращивает военные расходы и призвал других союзников последовать ее примеру. При этом США пересматривают размещение своих примерно 80 тысяч военных в Европе. Возможное сокращение контингента – один из вариантов, который сейчас изучает Пентагон. Думаю, мы очень схоже оцениваем вызовы безопасности, с которыми сталкиваемся. И у нас есть хороший, реалистичный план перехода к европейскому лидерству в сфере обычной обороны, в том числе через процесс оборонного планирования НАТО и новую модель сил НАТО. Это должно создать условия, при которых Европа сможет на постоянной основе сама играть ведущую роль в собственной обороне. Соединенные Штаты не уходят с континента и не покидают Альянс. Мы говорим, мы сделаем эту систему соответствующей поставленным задачам. Мы вернемся к изначальной концепции НАТО, при которой Европа будет играть ведущую роль. Мы рассматриваем это с точки зрения стратегической целесообразности в соответствии со стратегией национальной безопасности президента Трампа и стратегией национальной обороны на уровне министра Хексета, разумеется, также одобренной президентом. Наши приоритетные задачи связаны с западным полушарием и первой островной цепью. Но при этом для нас остается важным союз, который у нас есть здесь, а также способность проецировать силу. Поэтому мы оцениваем ситуацию с разумной точки зрения соотношения затрат и результатов. Мы видим огромную динамику в Европе, значительное увеличение расходов на оборону. Я бы особо выделил Германию, но мы также видим Польшу и ряд скандинавских стран. Мы надеемся увидеть больше усилий со стороны таких стран, как Великобритания. В целом предпринимаются серьезные шаги, чтобы Европа взяла на себя ведущую роль в собственной обороне. Это исторический сдвиг. Через полвека или даже через 100 лет люди оглянутся назад и скажут: Германия прошла путь от фактически демилитаризованной страны в эпоху НАТО 2,0 к очень быстрому перевооружению в рамках коллективной обороны. Германия — одна из крупнейших экономик мира. И это одна из причин, почему мы можем обоснованно рассчитывать на появление НАТО 3,0, где обычную оборону европейского континента возглавит сама Европа. Одна только Германия обладает огромной экономикой. При этом мы видим, что Германия настроена на тесное сотрудничество. Я только что встречался с заместителем министра обороны. У нас состоялся очень практичный и ориентированный на результат разговор о совместном производстве, о том, как мы можем сотрудничать и как они понимают наши действия. Начальник генерального штаба Германии генерал Карстен Броер приезжал в Пентагон и представлял нам новую военную стратегию Германии и ее оборонные планы. Именно этого мы хотим видеть от наших союзников. Этого же мы ожидаем от Японии и Канады. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall построит логистический и технологический центр, в состав которого войдет площадка для испытаний беспилотников. Новый комплекс появится в аэропорту Касселя в центральной немецкой земле Гессен, сообщил генеральный директор Rheinmetall Арвин Паппергер. Кассель является и в обозримом будущем останется крупнейшим танковым заводом Европы. Сейчас, конечно, многие говорят, теперь нам нужны только беспилотники. Не верьте этому. Нужен комплексный подход, сочетание разных систем. Если сегодня поговорить с представителями НАТО, становится понятно, что это необходимо. Именно поэтому то, что мы сейчас делаем здесь,
совместно с правительством земли Гессен чрезвычайно дальновидный шаг. Мы будем инвестировать здесь и создадим здесь логистический центр. Это один момент. И еще один очень важный для нас момент. Сейчас мы очень быстро и активно разрабатываем беспилотники. Каждые несколько месяцев мы будем создавать новый дрон. Война России против Украины показывает, насколько сегодня важна такая скорость. И благодаря переговорам, которые мы ведем с правительством Земли, у нас появится возможность испытывать эти беспилотники здесь. Создание испытательного центра для дронов, где мы сможем измерять скорость и оценивать зоны поражения, стало одной из причин этого решения. Площадь нового центра составит 30 тысяч квадратных метров. Его открытие запланировано на 2027 год. В Касселе Рхайнметалл уже производит колесную и гусеничную бронетехнику. Сейчас на предприятии компании работают около 2200 человек. Сегодня мы даем старт созданию оборонного центра здесь, на севере Гессена. И я хочу добавить, это действительно мощный импульс для инвестиций, инноваций и экономического роста. И, конечно, это новые рабочие места. Создавая этот оборонный центр, мы объединим сильные стороны региона с оборонной промышленностью и, разумеется, с прекрасной инфраструктурой, которой располагает север Гессена. Германия и еще 5 стран Евросоюза потребовали пересмотреть проект бюджета ЕС на 2028 до 2034 годы. К Берлину присоединились Дания, Финляндия, Австрия, Швеция и Нидерланды. Все они вносят в общий бюджет больше, чем получают из него. Вместе на эти страны приходится около 40% финансирования Евросоюза. Мы хотим завершить чрезвычайно сложные и комплексные переговоры по многолетней финансовой программе, если возможно, до конца 2026 года. Это не обязательно, но было бы желательно, поскольку следующая многолетняя финансовая программа вступает в силу 1 января 2028 года. И к этому времени должна быть ясность. Реалистичный подход также означает, что бюджет ЕС должен оставаться посильным. Нынешние предложения предусматривают увеличение до 60%. В то время, когда все государства-члены приводят в порядок свои государственные финансы, это просто непосильно. Еврокомиссия предлагает бюджет почти в 2 триллиона евро. 6 стран считают эту сумму слишком большой и предлагают сократить расходы на несколько сотен миллиардов. При этом среди приоритетов они называют оборону и безопасность, конкурентоспособность европейской экономики и миграцию. Отдельно участники встречи выступили против новых общих заимствований ЕС. Переговоры обещают быть сложными. Для принятия 7-летнего бюджета необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза, а часть государств, в том числе Испания и Италия, выступают против масштабных сокращений. Владимир Зеленский приехал в Кишинев в День независимости Молдовы и встретился с Майей Санду. Переговоры прошли через несколько часов после массированной российской атаки на Украину, во время которой беспилотники также залетели в воздушное пространство Молдовы. Мы обязаны вам тем, что у нас есть мир, и что мы можем спокойно отмечать этот день, несмотря на то, что минувшей ночью у нас было 5 нарушений воздушного пространства. В переговорах стороны говорили о безопасности, энергетике и инфраструктуре. Зеленский также поддержал вступление Молдовы в Евросоюз и выразил надежду, что Украина и Молдова в итоге присоединятся к ЕС вместе. Мы поддерживаем ваш путь в ЕС. Я уверен, что однажды это произойдет. Желаю вам не ждать слишком долго. И надеюсь, что мы вместе будем в Европейском Союзе.